Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, это канал о вязании. Сегодня у меня к вам предложение связать красивую блузу вот по такому типу, как на девушке, красивым японским узором от Хитоми Шида из ее книги 260 необычных узоров спицами. Вот так выглядит данный узорчик, как я сейчас приближу, да, вот так выглядит его. Один раппорт связанный, очень красивый узор. Вот он здесь еще в книге представлен, видите, да. Вот, и несмотря на то, что он довольно-таки раппорт обширный, 38 рядов в высоту, вяжется данный узорчик очень легко и несложно. Вот. Мы воспользуемся моделью, связанной другим узором, тоже японская моделечка. Они очень похожи, в принципе, чем-то, да. Мы воспользуемся общим визуальным таким дизайном, да, и, в общем-то, выкройкой воспользуемся данной модели и легко составим новое описание, но вот этим конкретно узором, девочки. Кофточка будет очень похоже выглядеть, которая сейчас перед вами. И, в общем-то, я думаю, что модель будет изумительной красоты, как и все узоры, которые составляет Хитоми Шида. Итак, давайте сейчас, как всегда, у нас с вами выбор пряжи, да, потом мы изучаем схему, затем мы с вами вяжем образец, да, и по выкройке с расчетом плотности составляем инструкцию по вязанию на несколько размеров. Сегодня мы будем рассматривать с вами 46-48 размер. Инструкция будет составляться и на 52-54. Кофточка очень оригинальная и интересная, и, думаю, заинтересует очень многих вязальщиц. Итак, начинаем с выбора пряжи. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. И вы никогда его больше не потеряете. Итак, девочки, я предлагаю связать этот красивый топ из пряжи Alize Cotton Gold, турецкая пряжа, да, всем известная, в 100 грамм 330 метров, цвет у нас розовенький, 518, состав 55% хлопок, 45% акрил. Вот так выглядит наш с вами узорчик. Сейчас я его выложу. Итак. Это связан один раппорт узора по японской книжечке от Хитоми Шида. Узорчик у нас вот так выглядит. Один раппортик мы связали всего. Вот, спицы я использую, девочки, 3,5. И, в общем-то, книжечка. Узор, смотрите, обращаю ваше внимание, из этой книги 52 номер. Вот так он выглядит, этот узор со схемой. И сама книжечка, большая книга японских узоров, 260 необычных схем для вязания спицами. Это японская мастерица придумала узоры Хитоми Шида. Ну, она очень известна. Узор необычайно красивый, девочки, необычайно. Прям без преувеличения могу вам сказать. Здесь вот один раппорт, а представьте, когда их несколько, да, раппортов. Это вообще смотрится изумительно. Да, возможно, это не самый легкий узор, но вполне, знаете, такой удобоваримый, да, то есть, в принципе, средний уровень мастерства понадобится мастерице. Ну, новичкам я его не буду, конечно же, предлагать, ну, а так-то, в принципе, те, кто уже умеет вязать, вполне свяжут. Узор, девочки, необычайно красивый. Итак, давайте сейчас с вами посмотрим схему этого узора в увеличенном виде из этой книжечки.
Схема узора у нас выглядит вот таким, девочки, образом, как я и сказала. Значит, смотрите, 38 рядов в высоту раппорт и 20 петелечек в ширину. Делайте скрин для сохранения данного узора, данной схемы. Про условное обозначение, в принципе, общераспространенное условное обозначение, но я все-таки заострю внимание, я увеличиваю. Смотрите, пустая клеточка – это изнаночная петля, вертикальная черточка – лицевая, кружочек – накид. Вот этот знак, смотрите, в нечетных рядах это 2 вместе лицевой с наклоном вправо и зеркально с наклоном влево. В четных рядах изнаночных этот знак обозначает вот этот знак. 2 вместе лицевой с 2 вместе, девочки, смотрите, будьте внимательны, я сейчас сама оговорилась. Вот этот знак в изнаночном ряду это 2 вместе изнаночные за передней стеночки. И вот этот знак 2 вместе изнаночные за задней стенки. Вот этот знак, то есть это 3 вместе, он у нас присутствует только в лицевом ряду. Это 3 вместе лицевой с наклоном влево. И вот этот зеркальный 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот этот знак 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Понятно, да? В принципе, я все здесь объяснила, осветила. Так, давайте пора выкройку. Посмотрим, выкройка у нас будет вот такая вот. В принципе, нас не интересует то, что здесь стоят мерочки, у нас будут свои мерочки. Просто я воспользовалась стандартной вот этой выкройкой, классический вариант, да, с окатом рукавчик, коротенький такой. Свои мерочки у нас здесь будут, и я их озвучу во второй части видео, когда мы с вами проговариваем, составляем инструкцию, да, то есть после того, как свяжем образец. Там я рассказываю, какая ширина у нас спинки будет на наши размеры, какая высота изделия получается. В общем, все нюансы там мы с вами обсуждаем. Как расположить узоры, то же самое я рассказываю, сколько раппортов набирать. В общем, все это есть. И под видео появляется всегда вот такое описание, которое для вашего удобства я размещаю под видео. Здесь все нюансы расписаны, вплоть до того, сколько петелечек мы в какой последовательности закрываем на проймы, на вырез горловины, да, и, в общем, как собрать, как рукавчик связать, все здесь, девочки, в принципе, понятно. Итак, давайте приступим к вязанию образца. Девочки, для вязания образца я набрала 22 петли. Раппорт составляет 38 рядов. И сейчас мы с вами свяжем с первого ряда все это дело. Начинаем первый ряд раппорта. Кромочную провязываем лицевой петлей и вяжем раппорт узора. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Затем делаем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, 2 лицевые, изнаночная, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И у нас идет 1 изнаночная петля в раппорте. Это если кромочная, тоже изнаночная. Это если мы будем с вами вязать раппорты подряд. Понимаете, да? Ну вот, знаете, 20 петель вот они пишут, да, с этой изнаночной. Для симметрии обычно добавляется еще 1 петля изнаночная крайне правая, да, для симметрии. Либо мы вяжем чисто, ну, в общем, давайте вязать, как вот здесь по схеме. Это 1 изнаночная у нас так и остается, да. Не будем мы ее убирать. Итак, все четные ряды, начиная, значит,
включительно по 20 ряд вяжутся, как смотрят петли. Вот. А вот после 20 ряда там будет уже немножко по-другому вязаться. Там в изнаночных рядах мы будем вязать по схеме. Вяжем, девочки, 3-й ряд по схеме. Четыре лицевые. 1, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, лицевая. Накид. И снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Изнаночная у нас по центру идет. И далее идет вторая часть узора. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. Лицевая. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. И изнаночная. Кромочная тоже изнаночная. 4-й ряд мы вяжем, как смотрят петли. Накиды изнаночным провязываем. 5-й ряд. Три лицевые. 1, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 2 лицевые. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. По центру изнаночная. И вяжем наоборот. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. 2 лицевые. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 3 лицевые. Изнаночная. Кромочная, изнаночная тоже. 6-й ряд вяжем, как смотрят петли. 7-й ряд. 2 лицевые. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 3 лицевые. Снова накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Изнаночная. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 лицевые. Изнаночная. Кромочная тоже изнаночная. Связали. Так, 7-й ряд. 8-й ряд вяжем, как смотрят петли. 9-й ряд. Лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Изнаночная. Далее 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Лицевая. Изнаночная. Кромочная тоже изнаночная. 10-й ряд вяжем, как смотрят петли. 11-й ряд. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Снова накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Изнаночная. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Изнаночная. Кромочная тоже изнаночная. Так, сделали, да? Переворачиваем. 12-й ряд вяжем, как смотрят петли. 13-й ряд. Накид.
2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, 3 вместе, 1 лицевой с выделением центральной петли я вяжу следующим образом. Смотрите, 1 и 2 петельки я меняю местами. У меня 2 петля поверх 1. И я провязываю 3 вместе 1 лицевой. Затем мы вяжем лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, по центру изнаночная, и все зеркально повторяем. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная. Кромочную вяжем тоже изнаночной. Итак, 14 ряд вяжем, как смотрят петли. 15 ряд у нас с вами. 1 петля лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 вместе 1 лицевой петлей. 1, 2 петельки меняю местами, 2 поверх 1 и вяжем все 3 вместе 1 лицевой с выделением центральной петли. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, по центру изнаночная. Далее опять идет лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, изнаночная. Раппорт связали, кромочная тоже изнаночная. 16 ряд вяжем, как смотрят петли. 17 ряд. 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые, изнаночная, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, теперь 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые, изнаночная. Кромочная тоже изнаночная. 18 ряд вяжем, как смотрят петли. 19 ряд. 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 3 вместе, лицевой с выделением центральной петли, 1, 2 петельки меняю местами, и 2 поверх 1 накидывается, 3 вместе, 1 лицевой вяжется, делаем накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, по центру идет изнаночная, и далее зеркально опять 3 лицевые, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, накид, 3 лицевые, изнаночная, кромочная и изнаночная. Отлично. Так, переворачиваем 20 ряд, вяжем, как смотрят петли. 21 ряд вяжем. Накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, по центру изнаночная, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, изнаночная. Кромочную вяжем тоже изнаночной. Теперь у нас 22 ряд переворачиваем.
Помните, я говорила, что только по 20 ряд, да, мы вяжем включительно, как смотрят петли. А вот теперь 22 ряд, схему будем с вами читать слева направо и будем вязать раппорт в изнаночном ряду. Итак, вяжем 22 ряд. Первая петля идет у нас по раппорту лицевая, затем идет изнаночная, накид, опять изнаночная, 2 вместе лицевой, 2 вместе, девочки, изнаночной за переднюю стеночку, затем идет опять изнаночная и 2 вместе изнаночной за заднюю стеночку, изнаночная, накид, изнаночная, по центру лицевая и опять зеркалим. Изнаночная, накид, изнаночная, 2 вместе изнаночная за переднюю стеночку, изнаночная, затем 2 вместе изнаночной за заднюю стеночку, изнаночная, накид, изнаночная и кромочную тоже вяжем изнаночной. Связали, переворачиваем. 23 ряд у нас с вами сейчас идет. Это лицевой ряд. Вяжем 2 лицевые, делаем накид, лицевая, 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкины петли, поэтому я делаю так. Первые 2 петли у меня за работой, третью я накидываю поверх них, чтобы создать наклон вправо, да? И провязываю 3 вместе одной петлей с наклоном вправо. Затем у меня идет лицевая, накид, 2 лицевые. По центру изнаночная и зеркалим. 2 лицевые, накид, лицевая. 3 вместе лицевой с наклоном влево. Лицевая, накид, 2 лицевые, изнаночная. Кромочную вяжем тоже изнаночной. Связали. Переворачиваем 24 ряд. Схему читаем слева направо. Вяжем раппорт. Первая идет лицевая, затем 3 изнаночные. 1, 2, 3. Затем 2 вместе изнаночные, девочки, за заднюю стеночку. Делаем. Потом идет изнаночная, накид. 3 изнаночные, 1, 2, 3, лицевая, снова 3 изнаночные, 1, 2, 3, накид, изнаночная, 2 вместе изнаночные за переднюю стеночку, затем идет изнаночная и еще 2 изнаночные, кромочная тоже изнаночная. Связали, переворачиваем. 25 ряд у нас. Схему читаем как обычно, справа налево. 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. По центру идет изнаночная, снова 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, изнаночная, кромочная тоже изнаночная. Связали. Так, 26 ряд. Схему читаем слева направо. Это изнаночный ряд. Вяжем. Первая идет у нас лицевая, затем идет изнаночная, 2 вместе изнаночные за заднюю стеночку вяжем, затем идет изнаночная, накид и даже 5 изнаночных, затем идет 1, 2, 3, 4, 5, по центру лицевая, снова 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5,
Делаем накид, изнаночная, 2 вместе изнаночные за переднюю стеночку, изнаночная, кромочная, изнаночная. Отлично, связали. Переворачиваем 27 ряд лицевой. Читаем схему справа налево, как обычно. Накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, по центру изнаночная, опять накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, изнаночная, кромочную вяжем тоже изнаночной. Переворачиваем 28 ряд, схему будем читать слева направо. Четный изнаночный ряд. Вяжем, первая петля у нас лицевая, затем идет изнаночная, накид, опять изнаночная, 2 вместе изнаночные за переднюю стеночку, просто изнаночная, теперь 2 вместе изнаночные за заднюю стеночку, изнаночная, накид, изнаночная, по центру лицевая, и далее зеркалим изнаночная, накид, изнаночная, 2 вместе изнаночные за переднюю стенку, изнаночная, затем 2 вместе изнаночные за заднюю стенку, изнаночная, накид, изнаночная, кромочную вяжем тоже изнаночной. Связали. Переворачиваем 29 лицевой ряд. Вяжем 2 лицевые, 1, 2, делаем накид, лицевая, 3 вместе лицевой с наклоном влево, просто 3 вместе, 1 лицевое вяжу, лицевая, накид, 2 лицевые, 1, 2, по центру изнаночная, 2 лицевые, накид, лицевая, 3 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 петли меняю местами, первые 2 за работой, 3 поверх них накидывается, вяжу 3 вместе, 1 лицевой вправо. Затем идет лицевая, накид, 2 лицевые и изнаночная заканчивается раппорт, кромочная, изнаночная. Переворачиваем 30 ряд, схему читаем слева направо. Итак, первая у меня идет лицевая петля, далее идут 3 изнаночные, 1, 2, 3, накид, опять изнаночная, 2 вместе изнаночные за переднюю стенку, 3 изнаночные, 1, 2, 3, по центру лицевая, опять 3 изнаночные, 1, 2, 3, 2 вместе изнаночные за заднюю стеночку, так, и просто изнаночная идет, накид, 3 изнаночные, 1, 2, 3, кромочная тоже изнаночная. Переворачиваем 31 ряд, вяжем следующим образом. Это лицевой ряд, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, делаем накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, изнаночная, снова 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, изнаночная, кромочная тоже изнаночная. Переворачиваем на 32 ряд. Схему читаем слева направо. И у нас здесь
Следующее. Значит, идут 5 изнанок. Так, вначале идет лицевая, потом идут 5 изнаночных. Раз, два, три, 4, 5. Накид изнаночная. Затем идут 2 вместе изнаночные за переднюю стеночку. Изнаночная. По центру лицевая. И зеркалим. Изнаночная. 2 вместе изнаночные теперь за заднюю стеночку. Изнаночная, накид. И 5 изнаночных идут. Раз, два, 3, 4, 5. Кромочная тоже изнаночная. Отлично. Связали. Переворачиваем. 33 ряд у нас лицевой. Схему теперь читаем справа налево. Итак, 33 ряд. Вяжем первый накид, лицевая. Затем 2 вместе лицевой с наклоном влево. 3 лицевые. Раз, два, 3. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Лицевая, накид. По центру изнаночная. Снова накид, лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 3 лицевые. Раз, два, 3. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Лицевая, накид, изнаночная. Кромочная, изнаночная. Переворачиваем. 34 ряд у нас с вами. Схему читаем слева направо. Первая петля лицевая, затем идет изнаночная, накид, опять изнаночная, 2 вместе изнаночные за переднюю стеночку, затем идет изнаночная и 2 вместе изнаночные за заднюю стеночку, изнаночная, накид, изнаночная, по центру лицевая, опять изнаночная, накид, изнаночная, 2 вместе изнаночные за переднюю стеночку, изнаночная и 2 вместе изнаночные за заднюю стеночку. Затем идет изнаночная, накид, изнаночная и кромочная тоже изнаночная. Связали. Переворачиваем. 35 ряд. Схема читается справа налево. Это лицевой ряд. Вяжем 35 ряд. 2 лицевые, накид, лицевая, 3 вместе лицевой с наклоном вправо, меняем первые 2 петли за работой, 3 поверх них, 3 вместе, 1 лицевой вяжу, делаю лицевую, накид, 2 лицевые. По центру идет изнаночная, опять 2 лицевые, раз, два, накид, лицевая, 3 вместе, 1 лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, 2 лицевые, изнаночная, кромочная, изнаночная. 36 ряд. Переворачиваем, изнаночный ряд. Схема у нас с вами читается слева направо. Первая петелечка у нас лицевая, затем 3 изнаночные. Раз, два, 3. Затем вяжем, девочки, 2 вместе изнаночные за заднюю стеночку, изнаночная, накид, 3 изнаночные. Раз, два, 3. По центру идет лицевая, опять 3 изнаночные. Раз, два, 3. Накид, изнаночная, 2 вместе изнаночные за переднюю стеночку, 3 изнаночные. Раз, два, 3. Кромочная, тоже изнаночная. Отлично. 37 ряд лицевой. Схема у нас справа налево читается. И читаем мы эту схему, вяжем. 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 4 лицевые. Раз, два, 3, 4. Кромочная, изнаночная. Ой, кромочная. По центру изнаночная. И зеркалим, девочки. 4 лицевые. Раз, два,
3, 4, накид, лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, изнаночная, кромочная, тоже изнаночная. И у нас последний ряд в раппорте, 38-й, схему читаем слева направо, вяжем. Первая петелечка лицевая, затем идет изнаночная, 2 вместе изнаночная за заднюю стеночку вяжем, изнаночная, делаем накид, 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, по центру лицевая, опять 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, накид, изнаночная, 2 вместе изнаночные за переднюю стеночку, изнаночная, кромочная, тоже изнаночная. Все, раппортик мы связали с вами полностью с 1 по 38 ряд. Теперь идет повтор с 1 ряда, девочки. И наша задача сейчас раппорт наш, вот этот связанный образец, отгладить, отутюжить, сделать влажно-тепловую обработочку его и померить плотность, чтобы сделать дальнейшие расчеты по вязанию. Горячим паром отдаем наш образец. Растягиваем его полностью в разные стороны. Обращаю внимание на кромочные, они тоже должны быть задействованы в наших расчетах. Ну, в общем, в принципе, для такого маленького кусочка связанного полотна одного раза достаточно. Все, оставляем сохнуть его. Давайте измерим ширину образца и высоту. Сделаем нехитрые расчеты. 11 сантиметров. В раппорте, вернее, в нашем узоре участвует 22 петли вместе с кромочной. Делим 22 на 11. Получаем 2 петли. Запишем. В 1 сантиметре у нас с вами, девочки, 2 петли умещается. Теперь давайте высоту померяем. Так, высота. Итак, высота 16 получается. Еще разочек. Ну да, 16 сантиметров. И это 38 рядов у нас в раппорте. Давайте 38 поделим на 16 сантиметров. Получится плотность 2, можно округлить до 4, 2,4. Запишем, что в 1 сантиметре у нас плотность 2,4 ряда для данного узора. Хорошо. Теперь смотрим выкройку и считаем. Так, сегодня мы будем с вами составлять описание для размеров 46, 48, 52, 54. Таким образом, у нас раппорт узора в 20 петель очень хорошо вписывается, девочки. Итак, мои хорошие, смотрите. Значит, для первого размера ширина спинки составит 51,5 сантиметров, то есть это 46-48. И набирать мы будем 103 петли. Как расположить узоры? Смотрите, у нас получится с вами... Смотрите, получится у нас с вами будет 5 раппортов по 20 петель. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, да? 20, 20, 20, 20, 20. Одна петля для симметрии изнаночная будет справа располагаться. Ну и, соответственно, кромочные. Одна кромочная справа, одна кромочная слева. В сумме это составляет 103 петли. Понятно, да? То есть начинается с кромочной, потом идет одна петля изнаночная для симметрии и 5 раппортов подряд, которые мы с вами сегодня связали. Заканчивается все кромочное. Теперь для второго размера 52-54 мы набираем все точно так же, только делаем 6 раппортов. Понятно, да? 123 петли. 6 раппортов. Также начинаем с кромочной, изнаночная, 6 раппортов подряд, одна кромочная.
Дальше. Смотрите. Значит, планочку я решил сделать платочной вязкой. Всего 4 рядочка. Затем переходим на раппорт узора. Вяжем. Для проймы мы будем делать закрытие петель. Я сделала глубину проймы 10 петель. То есть это 5, обычно 5-6 сантиметров. Я сделала на все размеры 10 петель. То есть это 5 сантиметров. Вы можете увеличить эту величину. Например, для второго размера, для большого, сделать 12 петель. То есть это ни на что особо не влияет. Ширину выреза горловины я сделала для первого размера 20 сантиметров, для второго 22 сантиметра. Попетельно я умножала наши сантиметры на плотность 2. Получалось 40 петель, но поскольку у нас с вами будет участвовать в наборе нечетное число 103, я сделала 41 петлю, да, чтобы на плечи у нас симметрично расположились узоры, симметрично петли пошли. Так, и для второго 45 размера я сделала ширину выреза горловины. Как закрыть красиво, сформировать вырез, все будет у вас в описании под видео выложено, читайте там все внимательно. И то, что осталось после проймы и выреза горловины, делим пополам. И это количество петель получается для первого размера 21 петля на плечо, для второго 29. Опять-таки, если вы сделаете пройму более глубокую, у вас здесь получится 27 петель для второго размера. Глубину выреза горловины у спинки я решила сделать 7 сантиметров. Вот здесь, то есть 2 вот идет, а здесь 7. Как красиво закруглить, все есть в описании. Я на этом останавливаться не буду. Как вы видите, спинка и перед вяжется абсолютно одинаково, только вырез горловины. Еще такой момент. Обязательно, девочки, не игнорируйте вертикальную плотность, которую мы с вами посчитали. Вот у нас, смотрите, в 1 сантиметре 2,4 ряда. Да? Любую вертикальную величину на выкройке, вот, например, у меня от планки до проймы 37 сантиметров. Общую высоту изделия я сделала для первого размера 57 сантиметров, для второго 59. И также это будет, все эти цифры в нашем описании будут присутствовать по сумме. Так, 37 от планки до выреза, до проймы. И получается 37 надо умножить на 37 надо умножить на плотность по вертикали 2,4. Получится 88 рядов, девочки. Вы должны связать 88 рядов. Это очень легко переложить в раппорты от планки. То есть, смотрите, у нас раппорт 38 рядов. Да? Давайте 88 поделим на 38. Получится циферка 2 целых раппорта и 3. Да? То есть 2 умножить на 38 это 76, а надо, чтобы было 80, а надо, чтобы было 88, да? То есть из 88 отнять 76, то есть вы свяжете 2 раппорта подряд по 38 петель и еще третьим раппортом 12 петель. И после этого, 12 рядов, девочки. И после этого вы начинаете формировать вырез проймы. Понятно, да? Отлично. То есть раппортами считайте. Это очень удобно. И давайте про рукав. По низу рукавчика, также после того, как 4 ряда планочки свяжете, распределяйте узор. У вас получится 63 петли на все размеры, я сделала, да? И это получается распределение узоров 3 раппорта, так же, как здесь. То есть вот таким образом будет распределение узоров. Одна изнаночная петля у нас для симметрии, с двух сторон кромочные и 3 раппорта по 20 петель. Вот такое расположение схематичное. Вот, смотрите, кромочная, изнаночная, затем 3 раппорта подряд по 20 петель и кромочная замыкаем. Скос формируем с вами на высоту 12 сантиметров, переводим сразу в ряды, это 28 рядов. То есть 12 я умножил на вертикальную плотность 2,4, получила 28 рядов. И 28 рядов я разделила на то количество петель, которые мне нужно будет по оба на две стороны прибавить, то есть при формировании скоса.
у меня получилось, если общая ширина, самая широкая часть рукава для первого размера составила 73 петли, для второго 79 петель, то я прибавляю 5 петель для первого размера по каждому скосу, 8 петель для второго размера. Вот. И, значит, 28 делю на 5. Смотрите, 28 делим на 5, получается вот такое число. Не 5, не 6 рядов, да? В таких случаях рекомендуется чередовать. Делаем прибавку справа и слева по одной петле в каждом пятом ряду, потом в каждом шестом, опять в пятом, шестом и так далее, да? Для второго размера надо прибавить 8 петель по каждому скосу, то есть мы с вами должны, смотрите, 28 разделить на 8 петель, получится вот такая тоже цифра, не 4, не 3. В таком случае мы также чередуем в каждом третьем, в каждом четвертом ряду прибавки по одной петле, справа и слева делается. Вот. И потом окат, я ссылочку, как расчет сделать оката, опубликую в своем описании под видео. Вот. Но вообще для новичков рекомендуется делать выкройку в натуральную величину и вязать, прикладывая вот так полотно каждый раз. Понятно, да? Ну, в принципе, я все вам, девочки, рассказала. Очень так все доступно и понятно. Думаю, что не будет у вас никаких проблем. В описании все подробности почитайте под видео. Я желаю вам удачи и до новых встреч!